Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами тестируем телефон S22. Съемка ведется прямо на него, 4К 60 FPS, может он снимать в 8К 24 FPS. Вы можете благополучным образом иметь автономность на нем 10,5 часов, а можете только 6 часов. Процессор, к сожалению, в России продается только Енота, Снэпа нет. В чем минусы этого всего, я вам расскажу. Спойлера 3 будет. Первый, если вы планируете его покупать за 80, не смотрите мой обзор, он однозначно своих денег не стоит. Второе, если вы купили его на распродаже, как и я, за 49, то однозначно его оставляйте, тоже смысла в обзоре нет. Но есть третий вариант, если вы можете его приобрести либо как сотрудник Samsung, либо по каким-то ухищрительным схемам за 60 плюс-минус 5000, тогда есть смысл смотреть этот телефон. Если у вас S21, переходить на это дело смысла нет. IP68, защита от влаги. Великолепные габариты, по мне они просто идеальны здесь. Просто бомбические основные фронтальные камеры. Фронталка здесь в каких-то местах даже лучше, чем у айфона. Съемка у фронталки 4К 60 FPS это редко где встретишь. Фото, видео, все бомба, исключая автономность, перегрев, процессор, оптимизацию под игры и еще много всего. Об этом вы узнаете в ролике. Смотрим. А сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я распакую при вас S22 и расскажу о нем все. Если кто не в курсе, на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. На этот аппарат, если вы смотрите на него уже обзор, скорее всего была прожарка на лайв-канале. Что такое прожарка? Это когда я беру чаще всего несколько девайсов, сравниваю их в онлайне и провожу все тесты. То есть, в принципе, вы не обязаны мне на слово верить. Вы можете прийти и посмотреть, каким образом я его прогоняю. Почему здесь лежат Galaxy Buds Pro не распакованные? Потому что я покупал все это дело в комплекте. Соответственно, я получил это 22 числа. То есть, то, что у меня написано цена 49 тысяч рублей за этот девайс я отдал. Я отдал даже меньше, 48 600 с учетом наушников. Аттракцион невиданной щедрости не уверен. Почему? Потому что S21 FE, в принципе, сразу после начала продаж на Тмоле стал продаваться по 41 тысячу рублей. В описании к ролику есть ссылка на мой телеграм-канал со скидками. Я туда постоянно постю. На Тмоле вечно их продают. Не их конкретно, а S21 FE в районе 41 тысячи. Соответственно, этот, я думаю, будет также стоить. И вот эти космические деньги из разряда старт продаж 80 тысяч рублей. Но я вас умоляю, с кем он тогда будет пытаться соперничать с айфонами? Лирика. Что у нас в комплекте? Стандартно, супер-мега-эконом, но я встречаю сразу же стекло. То есть тыльная часть из стекла, рамка металлическая. Разумеется, у них фетиш по поводу большого количества пленки на гранях. Для чего? Для того, чтобы, наверное, вы знали, что кто-то ее клеил. И по этой причине, наверное, вам должно нравиться ее отклеивать. А я такой не встречаю ни у кого, ни у Xiaomi, ни у BBK. Не знаю, меня эта пленка не радует. Вас может быть радовать. Ничем практически от S21 внешне это дело не отличается. Очень сильно похож на iPhone. В ролике обязательно покажу. Тактильные ощущения, разумеется, приятные, но опять же я буду относиться к нему как к девайсу, который я купил за 49. Следующий момент. Никакого блока зарядки нам не положили, никакого чехла нам не положили. Великолепным образом очень быстро все это дело загрузилось. Здесь у нас указано, что 5G поддерживается. Мне оно не нужно, я не живу на Красной площади. Помимо этого можно запихать сюда 2 сим-карты. И из минусов, по большому счету, здесь только процессор, который безумно тротлит, но на то они Exynos енотика и запихали туда. Их право, с другой стороны, все работает максимально шустро. Весит все еще меньше, чем в S21. S21, к слову, у меня все еще на руках. Но его я оставлю. А вот это дело я, скорее всего, буду продавать. 166 граммов. Сразу же надо чехол брать. 70 миллиметров в ширину. Высоту, это радость, 146 миллиметров. И в толщину с блоком камер, которые, кстати, утоплены довольно неплохо, 9,3 миллиметра. Ну, молодцы, молодцы, чего сказать. Кабель с Type-C на Type-C, есть беспроводная зарядка, есть защита от влаги. Кто-то жалуется, что это не ультракомпакт, это не какой-нибудь Pixel 5a.
Но по мне или Pixel 4 это более чем компактный телефон, даже в мою небольшую ладонь он великолепным образом помещается. Много будет съемки, смотрим. Как вы можете заметить, ввиду того, что у меня S21 тоже на руках, S22 стал меньше, и это хорошо. Подписываемся с колоколом, перейдем же к смартфону Samsung Galaxy S22. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах цветов, а именно белый, зеленый, розовый и черный. Рамки выполнены из сверхпрочного алюминия, экран и тыльная часть закрыты стеклом Corning Gorilla Glass Victus Plus. Да, уже и такое есть. В руке без чехла держать удобно и из руки стремительно не выскальзывает. Тыльная часть марка и отпечатки собирает на ура, как и рамки. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.2. За это им огромнейший плюс. Он имеет спецификацию USB One to Go. Два микрофона, динамики основной разговорной, звучание здесь, разумеется, стерео, оно мне понравилось, плохим его однозначно не назовешь. Dolby Atmos на борту, плюс можно включать Dolby Atmos для игр. Далее прорезиненный слот на 2 сим-карты и карту памяти туда, правда, не запихать. Официальная защита от влаги заявлена IP68. Я не мог его не потопить в проточной воде, по итогу с ним все в порядке, чему я безмерно рад. Естественно, ИК-порта нету, как и нет мини-джека. И это не хорошо, но факт. Смартфон оснащен дисплеем на 6,1 дюйма, AMOLED с разрешением 1080 на 2340 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, не водопад, что лично для меня очень хорошо, удобнее так играть. Плотность пикселей 425 HDR10 на борту. Пиковая яркость скромненькая для самсунгов 1300 нит. По их меркам это не космос, но яркости более чем достаточно. Лично я использовал некоторое время его на 50% яркости, и мне этого более чем хватало. Бликов по минимуму, картинка четкая и насыщенная. Частота обновления экрана адаптивная до 120 Гц, либо на выбор 60 Гц. DC-диминга в наличии нет. Шим на 100% яркости 37, на 50 36, на минимальной 108. Шим стандартный для Samsung, реально на глаза постепенно давит, если долго использовать. Автояркость работает прекрасно, быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Always on Display в наличии, конечно же, полноценный. Странно, если бы он был 10-секундный. Далее мультитач на 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца, внедренного в экран, распознавания лица. Сканер отпечатка пальца работает адекватно, быстро. Завести один отпечаток одного и того же пальца можно, но это никак не влияет на его работу. Распознавание лица срабатывает не самым лучшим образом, но хорошо, и внести биометрические данные можно только с одного лица. А не очень хорошо это в плане градуса. Нужно фактически всегда прямо перед собой смартфон держать. Это не очень удобно, особенно когда ты iOS-системами попользовался и понимаешь, что может быть совсем по-другому. Летим дальше. Процессор Exynos 2200 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота 2,8 ГГц. Графический процессор Xlipse 920, интерфейс One UI 4.1 и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор только 8 ГБ. Внутренняя память быстрая UFS 3.1. На выбор 128 либо 256 ГБ. Маловато, я хочу сказать. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, звучание во время звонков хорошее, микрофоны отрабатывают отлично. Запись разговоров в стоке, конечно же, отсутствует. Датчик приближения работает отлично. Вибромоторчик не топорный, мне понравился, я бы сказал, что он топовый. Вдобавок он настраиваемый. Bluetooth, конечно же, версии 5.2, последний практически NFC поддерживается и Google Pay встает без проблем. GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра при условии, что рядом высотки. Емкость аккумулятора всего 3700 мАч. В PC-марке он выдал очень скромные результаты в 6 часов, и осталось 20%, но этот тест я проводил на максимальной яркости при 120 Гц. Если же проводить тест на 50% яркости и 60 Гц, он проживет у вас 10 часов 48 минут, что уже хорошо. Опять же, это в PC-марке, опять же, всегда прибавляем 20%, потому что 20% заряда, который остается, они тоже вами будут использованы. А PC-марк это, скажем так, идеальный минимум. От адаптера питания в 45 Вт от Samsung, который я его покупал отдельно, конечно, он заряжается быстрее, и результаты вы видите на экране. А в принципе, он заряжается от 0 до 58 минут обычной зарядкой за 40 минут. Полный цикл зарядки от 0 до сотки занимает 1 час 20 минут. За 1 час съемки в помещении в 4К 60 FPS поедает всего 10%, и также 10%, но уже за 12 минут уходит, если снимать на улице в зимнее время, вот сейчас. Опять же, не такой там и минус был, скорее даже плюс 3, когда я снимал. За 30 минут игры в Genshin Impact на низких настройках графики улетает 11%. Играть можно, но присутствуют фризы и подвисания, опять же, графика прям совсем на минималках. Быстрая беспроводная зарядка
зарядка есть до 15 Вт и реверсивная зарядка 4,5 Вт, если вам понадобится наушники, допустим, зарядить. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 239 гипсов минимально, максимально 365 гипсов, в среднем 269 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1142, в мультикоре 3344. В 3D-марке показал Wildlife 7557, Wildlife Extreme 2069, Wildlife Extreme Stress Test 2091, Wildlife Stress Test 7657, Slingshot Extreme и Slingshot, разумеется, на максимуме. Вантуту выдал 806 тысяч попугаев, Storage Test показал 62 тысячи, что довольно хорошо, но опять же все относительно, все это, допустим, хуже, чем у того же Redmi K50, который такой же оверпрайснутый, потому что по уму-то надо K40 брать, он вообще в 2 раза дешевле, чем K50, но цифры у них значительно лучше в тестах, и опять же, многие скажут, ни на что не влияет, влияет на игры, на оптимизацию с играми, потому что то, как этот смартфон себя ведет в данных задачах, это просто лютая печаль. 45-минутный же стресс-тест он прошел не идеально, но и не супер плохо, среднее, так скажем. Вы видите на экране результаты. Результаты искусственного интеллекта вообще какой-то бред, 81 тысяча. Возможно, что вот это как раз и играет оптимизация. Я думаю, потом он будет выбивать больше после того, как прошивки обновят. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основная широкоугольная 50 мегапикселей, ультраширик на 12 мегапикселей и телефото на 10 мегапикселей. На борту также трехкратный оптический зум, оптическая стабилизация у основной камеры на борту, как и цифровая. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, также есть 4К 30 FPS и 60 FPS, к сожалению, 120 нет. Часовой ролик в 4К 60 FPS весит практически 30 гигабайт. Фронтальная камера на 10 мегапикселей находится по центру верхней части экрана, имеет небольшие размеры. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. За время моего тестирования камеру Samsung я заметил, что ночью его картинка слегка детальнее, чем у iPhone 13 Pro, но шумов достаточно, я бы даже сказал, может быть даже больше местами. Как по мне, девайс снимает отлично, и фотографии получаются хорошие. Короткие примеры вы сейчас увидите. И вот она, барабанная дробь, 4К 60 FPS, фронталка у Samsung S22, стандартный тест в коридоре, плюс частично на лестнице. Чтобы вы видели, как это все дело снимает, никаких обновлений мне не приходило. Спойлер, у меня, может быть, эта проблема отпадет. Опять же, обновлений не приходило, может быть, за время обзора какие-нибудь прилетят. В очках Face ID, получается, не работает. То есть разблокировать экран в очках почему-то не удается пока. Еще другие проверю. Так снимает камера у Samsung с одной руки ночью. И чтобы не делать лишних заявлений, для того, чтобы вы могли сравнить, как все это может работать, на этом уровне, по мне, работает только яблоко. Все остальное в фронталках, может быть, напишите мне, где есть аналоги, потому что я протестировал за последнее время, наверное, все новинки. Realme GT2 Pro, IQO 9 Pro, ну, не считая вивовских, но IQO 9 Pro это Vivo, OnePlus 10 Pro и, по большому счету, окей, Realme GT2, понятно, iPhone 13 Pro, более-менее на этом уровне, может снимать вообще, в принципе, в разрешении 4К 60 FPS у фронталки. Ну, кто? Можете написать в комментариях, где-то как-то, что это я пропустил. Может быть, у Sony с их космическими ценниками есть что-то подобное. Huawei так снимать не может. Huawei P50 Pro у меня тоже на руках. И, разумеется, роллинг шаттера нет. Не хочется писать дифирамбы, либо говорить дифирамбы. У этого телефона такое количество недостатков, что вам просто необходимо, если вы им интересуетесь, зайти на лайв-канал и посмотреть его прожарку. Я не уверен, что прямо много людей будет интересоваться онлайн-тестами и перечислением недостатков концентрированно, притом не только от меня, но и от других пользователей, потому что люди в комментариях пишут. Надеюсь, что вам будет это дело интересно. Основная камера, ночь Мурина, 3 часа, 4К, 60 FPS, ну почти 3, 2.40. И съемка ведется с 2 рук. Стабилизация по мне отличная. Идет снег, ветер, IP68, я не боюсь. А самое главное, что я вижу, что ничего не потеет, в отличие от Xiaomi-шных флагманов, которые у меня были. И в отличие от некоторых телефонов от Realme, включая Realme
9 Pro Plus. Недавно я его обозревал, и он у меня в первый день потел. Все пруфы я скидывал в инсту, как эта физическая камера у него потеет. Первый раз у Realme встречаю прямо, чтобы это было видно. Зайчиков иногда их аппараты ловят. По поводу Xiaomi, зайчиков ловили они долго, пока их в Antutu с 5, получается, с сотки до 5% не промучил. Уже минута прошла. Не думаю, что будет запотевание у Samsung. Из полезного мы еще проверим автофокус, разумеется. Ночной автофокус. Не такой он и быстрый, как хотелось бы. X10. И он прям ощущается очень крутым. Я такого не встречал у основной камеры. Ни стаба. Ну, может быть, у Samsung S21 только. Или S21 FE был тоже неплохой такой он. К чему это все? К тому, что, опять же, вам решать, какие вам девайсы нужны. Но Samsung в плане габаритов, качества съемки сейчас радует. Он не радует в других вопросах. И спойлер сразу. Во-первых, проблема огромная. Я ее, думаю, уже огласил в ролике с зарядкой. То есть она здесь не быстрая. И с аккумулятором. Он здесь, ну, сказать, что никакой, это мягко сказать. Максимальное разрешение съемки, разумеется, 8К. В ней я снимать не буду, потому что YouTube, по-моему, даже не поддерживает. По возможности, конечно, о возможности постараюсь проверить. Ограничения по съемке в 4К 60 FPS я не видел. Еще раз протестирую, расскажу. А так, ну, молодец Samsung. Почти, да не почти, наверное, очень даже молодец. Разумеется, на ультраширик не перейти с основной. Немного ночной съемки на ультраширик. Как и у всего, это дело работает не идеально, но что и требовалось доказать. Так, здесь есть какой-то особый кинорежим, и пока я не понимаю, зачем он нужен. Но, скорее всего, это для того, чтобы выбирать, что именно и чем будет сниматься основной камерой при съемке на фронталку. Получается, то есть то, что вы видите в левом квадратике, я могу переключать ультраширик на ширик и потом еще и зумировать. Ну, как-то прям круто. К слову, да, 3 ночи еще нету. Рановато заканчиваю. Это попытка пошутить над самим собой. Просто сейчас идет сейл, и я подбирал девайсы, какие бы я хотел купить, для того, чтобы вам рассказать. Плюс еще происходят очень быстрые, серьезные изменения на внешнеполитической арене. Из-за этого прыгает курс, и лично я стараюсь логично закупиться по старому курсу. Что-то успел. Ну, увидите, во всяком случае, что именно я успел. В целом радует меня габариты, радует вообще в принципе. Но опять же помним, что мои эмоции связаны с тем, что я данный аппарат приобрел за 49. Резюмировать сразу могу, еще раз в ролике повторю это в конце. За 49 тысяч бомба. Как флагман бомба, габаритный, не габаритный точнее. Еще и учитывая курс. Еще несколько приятных, неприятных, да и полезных в принципе наблюдений. Первое, X10 максимум для фотосъемки в режиме ночь. Отдельно ночью, конечно, фотографируют обалденно, но опять же у меня здесь, во-первых, пасмурно, ни о каких звездах речи не идет. И, разумеется, как всегда, осадки. В этот раз снег, не дождь. Сейчас вы видите, как фронталка справляется с походом по туннелю. Никаких супер красивых видов здесь нет. Мне Samsung не платили, чтобы куда-то я летел, хотя обязательно полечу, и вполне возможно нет. Я Samsung брать не буду, но телефоны я возьму и, разумеется, как всегда, постараюсь поснимать на них. Допустим, Motorola X30, iPhone 13 Pro. Помимо этого я брал еще с собой Pixel 6 Pro и Huawei P50 Pro были со мной в Доминикане.
Вот. Какие 4 смартфона я возьму в следующую страну, вы узнаете скоро. А самое печальное в Samsung, из того, что я сейчас заметил, он съел 6% батареи буквально за 8 минут съемки. Вот. Мало того, что аккумулятор маленький, еще разряжается быстро. Но про эту печаль я надеюсь, что вы еще не видели. Хотя, скорее всего, уже слышали. И вполне возможно от меня. 4К 60 FPS, Samsung S22 в поисках уток. И да, я знаю, что разница огромная между Snap и Exynos по количеству баллов в Antutu, больше 100 тысяч. И то, что у меня в руках, оно не выигрывает. Давайте попробуем, я увеличу. X10. Довольно неплохая погода. Нет, в X10 мыло, конечно. Хотя, возможно, на экране будет получше. Это X4, это X2. И, как вы поняли, здесь есть, как я понимаю, зум. То есть здесь максимальный зум. Вы должны слышать, как они крякают. Не знаю, наверное, эту функцию можно как-то отключить. Разумеется, можно включить флеш. И плюс в онлайне можно сделать... То есть вы можете переключиться на фронтальную камеру, сделать фотографию, допустим, поставить, включиться обратно. Дело удобно, многим будет полезно. Попытаемся поближе какую-нибудь утку рассмотреть, чтобы вы оценили оперение вот этих штуковин, которые никуда не улетели зимой и которых, к сожалению, кормят одним хлебом. А им нужен разный рацион. Ну и плюс, разумеется, наши любимые разносчики заразы. Голуби. X10, X2, X4, все очень плавно. Зум работает. И никогда у меня не было претензий к камере Samsung. Может быть, где-то здесь какие-то косяки и выползут, недостатки мелкие. Но уверен, что они ее допилят. Это что фронталка, что основная камера, конечно, у них хороша. Сравнивать обязательно буду, наверное, если сразу не продам этот смарт. Пишите, если интересно, то сравню с чем-нибудь. Тем более топов хватает. И 13 Pro Max я, кстати, купил, который, правда, от 13 Pro не отличается по съемке, но все равно. Немного ветра. Он здесь не сильный, видите сами. Видите сами, как работает автофокус с маленькими объектами. По мне, более чем хорошо. Вот смотрите, допустим, раз... 2, если вы даже на паузу поставите, 60 FPS, довольно быстро переключается фокус. Мне, во всяком случае, нравится, как это дело работает. Опять же, все относительно стоимости. И сейчас я смеюсь по той причине, что мне кажется, что в отличие от S21 FE, они не станут продавать по 49 тысяч, так как я купил по предзаказу данный смарт. А если он будет стоить 80, ну, как минимум, неразумно будет покупать данное устройство. Почему? Потому что можно купить опять же тот же S21 FE за 41 и все. Если у вас S21, то вообще по большому счету смысла обновляться ноль. Он даже по внешке такой же. Мало чем отличается. Но окей, стекло у них стало в тыльной части. Не знаю. Еще подумаю. Вообще приходите, посмотрите прожарку, потому что там не только мое мнение, но и ваше. Как раз как обсудим, так и решится судьба этого девайса для пользователей. Во всяком случае, тех, кто смотрит мой канал. Минусы. Большой шум у экрана на минимальной яркости. Не совсем корректно работает распознавание лица, если, конечно, сравнивать со смартфонами других производителей. Genshin Impact не тянет никак. Даже танки тормозят. Я, конечно, думаю, что все оптимизируют. И потом, как говорит Samsung, игрушки будут идти хорошо. Но они продают телефон сейчас. И такой печали я вообще не ожидал. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Но, скорее всего, я там оставлю ссылку на смартфон S21 FE. Обзор на него можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Снимает он не намного хуже. Я считаю, что он примерно на том же уровне. Только цена у него в 2 раза ниже. Особенно на распродажах. На Алишке его реально купить за 41. Вот такой вот вам спойлер. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Еще раз повторяю, что Али проводит распродажи практически постоянно. Если вы сейчас ролик смотрите, еще 2 дня у нее будет сейл. И потом уже только в марте. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, может быть, на S21
S22 и не станут его продавать по 49,50, тогда я его, наверное, советую. И желательно, конечно, чтобы они на снэпе его стали продавать. И резюмировать я могу довольно печально. Печальность заключается в чем? Если вы приобрели данный смарт по мне до 50, то, что вы сможете от него получить, это круто. Но в одном случае, если вы не играете и вам важно, как вы будете снимать видео. Если вы планируете обновляться на Samsung, с 21 смысла 0. Если вы планируете, в принципе, купить какой-нибудь хороший Samsung, на данный момент это за 41 тысячу. Надеюсь, что цены еще не лупанули вверх. На Тмоле очень часто распродажи Samsung S21 FE, он вот такой за свои деньги. Дороже его, наверное, 43 брать смысла не стоит. Все в линейке S22 по мне лютый оверпрайс. За эти деньги можно купить свободно что-нибудь мега топовое, что вы сможете перепродать за те же деньги. Покупая Samsung, вы выходите из магазина и получаете девайс минимум на 20 тысяч дешевле. То есть вы купите его за 80, распаковали, все, вы вышли, он стоит 60. Вы купили такой же девайс, допустим, у тех же Яблоко, ни в коем случае не рекламирую, но объективно вы потеряете в лучшем случае 10 тысяч. И это реальность. То, что нет в комплекте защитной пленки, нет чехла, нет зарядки и нет быстрой зарядки, это эпичный фейл. Что происходит с автономностью, если вы планируете использовать его на максимальной яркости? 6 часов? Серьезно, Samsung? Ради чего? Для кого? Для того, чтобы миллионники рассказали, что по предпродаже реально их купить по 49, как я и сделал, и потом продам? Ну да, а сейчас прошли 2 недели. Кому вы будете продавать их по 80 тысяч рублей? Я надеюсь, что будет так же, как SS21, когда я делал обзор, он стоил космос, потом его стали скидывать, потому что он был оверпрайс. Если этот начнут скидывать в районе 60, рассмотреть к покупке можно. Сейчас, но это неразумно. Мое субъективное мнение. Пишем, кто согласен, кто нет, кто морально готов купить Samsung за 80 тысяч рублей с этой автономностью и с этой ужасной оптимизацией под игры, потому что на минималках в Genshin играть боль. Сегодня, 23 февраля. Не забываем подписываться с колоколом, писать в комментариях, что еще купить для обзора. Сегодня, допустим, на канале для стримов я делаю прожарку K50 Carbon Edition от Мерседеса. Девайсу от меня, не учитывая цену, да? Добра и удачи вам, дорогие друзья!